Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте, с вами Сварк. И напоминаю, что скоро в телеграм-канале будет проходить розыгрыш 10 тысяч виртуальной голды. Поэтому подписывайтесь на группу и следите за новостями. И сегодня мы с вами поговорим про нового легендарного героя, которого нам запулили на Global сервер, а именно высокомерный. Что можно сказать о нем? Топ, который чудесно раскрывается при наличии лидера. Имеет шикарную зону дальности, и если он стоит первый перед крипом, то он его бьет мечами, если он стоит вдали, то использует лук. Под эти два вида оружия у него и разнообразный вид таланта. Когда использует лук, то он накладывает на цель поджог стабильно, постоянно, а если дерется клинками, то имеет шанс увеличить свою скорость атаки на 40, суммируется до 3 раз на 10 секунд, то есть при должном интервале атаки он может поднять свою скорость атаки до 120 просто талантом. Ну и по навыкам. Пассивная способность на дабл атаку либо луком, либо клинками. Вторая пассивка в момент ульты после убийства врага получает один бонус заряда к скорости атаки от таланта. А когда ульта заканчивается, 2 раза наносит 180 масс урона до 10 врагам в радиусе вокруг него. Тоже прекрасно. Ну и сама ульта. Переходит в стойку. Все атаки наносят 360% урона. Дальность базовой атаки увеличивается и начинает бить на ранг, как и лучники, по 12 клеток. Ну и также наносит масс урон в размере 30% от урона, нанесенного цели, и накладывает на всех врагов поджог. Из минусов у него автоульта, то есть он ее включает сам. Из плюсов она не так уж много требует по ярости, всего лишь 750 единиц, плюс действует 20 секунд. Ну и на базе доп увеличения урона при прокачке навыков. По пробудам. Первая пробуда. Во время ульты все базовые атаки регенят 5% хпшек. На третьей пробуды наносит на 15% больше урона всем, кто горит. Ну и на пятой пробуде при переходе в ульту получает максимальный бонус скорости атаки от таланта, и урон, наносимый первыми 5 атаками в стойке, увеличен на 100%. Ну а на второй повышает крит урон на 15, а на четвертой восстановление ярости от атаки на плюс 2 единички. По снаряжению, что на него одевать? Прекрасно показывает себя в сете мудрости, потому что сет мудрости на 35% увеличивает урон после ульты на 10 секунд. Ухо и тушка, либо бедствие, либо воевода. Ну, в любом случае, чтобы у нас была поднята атака, крит-урончик. И, конечно, не стоит забывать про скорость атаки. Пускай он и бустит и от фракции скорость атаки, и от таланта, но чем больше скорость атаки, тем приятнее он себя будет чувствовать. Если у вас нету мудрости, ему также может подойти ночной ужас. Если проблемы с крит-уроном, то можно одеть на него раскол. Если у вас нету какой-нибудь бижи на крит-урон или допы не выпали, и у вас он совсем нищий, то сет раскола подойдет сюда идеально. Можно попробовать на него поодевать нескончаемый гнев, магию души, адский рев, то есть все топовые сеты на ДД, почему бы и да. По артефактам ему также может подойти как безупречный клинок на увеличение урона, также и кристалл зла, конечно же будет интересно на нем смотреться и иссушитель душ, ну и конечно же алая охота, если у вас есть кровоток и вы идете на клан босса, тоже будет чудесно. Всякие рагнарёки будут не особо популярны, потому что он все-таки плюс-минус картонный милишник, и в случае чего будет отлетать очень быстро, поэтому хил ему нужен. Где его можно использовать? Конечно же, его можно поставить на третий рейд, даже на высокие этапы, чтобы он спокойно убивал босса и мух своей ультой. Конечно же, это будет клан-босс, потому что фракция кошмара ходит на клан-босса с большим удовольствием и наносит там много урона. Мой выс накидывает 35 миллионов почти. Если посмотреть общемировой по топам, то видим, что его спокойно можно разогнать до 100 плюс миллиона урона на клан-боссе. Поэтому перс хороший, перс топчик. Кто его выбил, качайте, не стесняйтесь, он прям поможет вам везде и всюду. На этом все, с вами был Сварок. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!